Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас будут истории из моей жизни, которые затронут тему лагеря. Но для начала я поясню, что это вообще такое, с чем его едят и что вообще у них там происходит. Лагерь – это как раз то место, где ты живешь по расписанию. То есть ты буквально в смысле живешь по этому расписанию. Вот представь. Подъем, процедуры, галотерапия, это походу уже смерть. Мелкие умирают, отбой. Жрачку в конце-то концов. В столовую мне лень кидать. И это все по расписанию, прикинь. Однако, лагерь это то место, где ты можешь найти себе много друзей и даже можешь найти себе девушку, как я. И эта женщина меня до сих пор кошмарит. Но я не буду углубляться в подробности, и я начинаю свой рассказ. Итак, сначала я скажу, что у меня был не лагерь, у меня был санаторий. То есть это не то место, где ты просто отдыхаешь, это то место, где ты лечишься. Ну вот, так, дело было в школе. Я бегал на физре, никого не трогал, и ко мне подходит тренер такой: слушай, а ты не хочешь поехать в санаторий, подышать сосновым воздухом? Кстати, там реально были сосны, это кайф. Сначала я говорю нет, но когда я узнаю, что туда едет мой Кент, я сразу беру свои слова обратно, и я туда еду. Через несколько дней мы отправляемся в санаторий. Я не скажу через сколько именно, поэтому считайте. Первый день был, по сути, никакущий. Нас поселили, только сначала поселили в одном корпусе, потом в другом. Никаких процедур, никаких мероприятий, никаких дискотек. И бонусом никаких тренировок. Да, нас сначала предупредили, что мы едем туда тренироваться, а не отдыхать. И вот отсюда вывод, что мы ничего не делали, и мы валяли дурака. Наваляли дурака так, что мы уже все побитые были. И это все из-за моего Кента. Все, и вот начинается месиво. Процедуры, тренировки, дискотеки, танцы, рад! Но у этого месива есть другая сторона. Мы узнаем, что в нашем корпусе есть еще одна группа. И плюсом, я уезжаю на пробник. На время. Я не знаю, какое у них там было утро, доброе или недоброе, но у меня было недоброе из-за того, что я писал пробник. Но когда я приезжал с пробника в санаторий, меня сразу же начали нагружать делами. Ну ладно, мы на это закроем глаза, и вот что я еще должен сказать. Третий день, это как раз тот день, когда мы начали играть во всякие игры в корпусе. А это карты, мафия, монополия. Только в монополию мы не особо играли. Ну, в основном играли в карты и в мафию. И это все было в одной комнате, где пацаны спали, Как бы это странно ни звучало, но для меня четвертый день оказался самым обычным. Из необычного я могу отметить только то, что в наш корпус приехала еще одна группа. Корпус был двухэтажный, так что не бойтесь. И еще тренер затеял поездку в кинотеатр на следующий день. Итак, пятый день. Съездили мы в кинотеатр, посмотрели «Пальму 2», вернулись обратно в санаторий. Поиграли там в мафию, в карты, во все подряд. И все. Я тут больше ничего не могу сказать. Ну, еще я могу сказать это то, что ко мне начали подкатывать. Типа, со мной сраться, со мной не сраться. Все, молчу. Итак, на шестой день начал работать Купидон. Я его буду называть романтичным ганом. И первым делом он начал разбираться со своим Кентом. То есть вот этот романтичный ган подкинул ему девушку, семиклассницу, с которой мой Кент то аниме еще смотрел. И ближе к вечеру этот романтичный ган еще меня настиг. И теперь угадайте, кто после его вмешательства начал ко мне проявлять интерес. Я бы мог сказать, что седьмой день оказался самым обыкновенным, но сначала я должен что-то договорить, чтобы этот день оказался необыкновенным. Итак, я вам не договорил о том, что мне родаки привозили хавчик, чтоб я там с голоду не умирал в санатории. А также я понимал, что народ жрать хочет, поэтому я всем давал крекеры. Ну, которые по 400 грамм там в магните пятерочки продаются. Но при чем здесь это, спросите вы? Так вот, я отвечаю на ваш вопрос. Их хотели спить. Но у некоторых это удалось. У мелких. Я у них потом отвоевывал. Это была задача не особо-то сложная. И мы переходим к следующему дню.
На 8-й день романтичный ган немного прихуел. Меня настигла та же участь, что и была у кента 2 дня назад. И в этот день вечером коридор настолько шумел, что я даже не знаю, как это описать. Так я еще целый вечер в туалете сидел, лишь бы от этой женщины спрятаться. Да, в этом видео я вышел с туалета, и потом у меня вся жопа была красная, и у меня еще все штаны были белые. Ой, про 9-й день я вообще молчу. На этот раз шумел не коридор, на этот раз шумела наша комната, где пацаны спали. Это были королевский вечер и ночь. Также стоит отметить, что там отношения немного урегулировались. Теперь они были менее дикими, но я могу ошибаться. Ну а тут я вообще ничего рассказывать не буду. 10-й день это как раз тот день, когда мы уехали с санатория. Причем сразу, вот прям утром уехали. И с этого момента наша смена заканчивается. Через полгода нас позвали в санаторий опять. Но мы туда не поехали из-за того, что у нас было мало народу. Хотя у нас набралось вовремя. А нет, не вовремя. Нас опередила другая школа. И нам придется ждать еще полгода, чтобы туда поехать. Итак, я заканчиваю свой рассказ. Но однако, вы можете поделиться своими рассказами в комментариях. Я их обязательно почитаю, может, они мне понравятся. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И адьос, амигос. А не разговор, это взгляд, от которого сносит опору. Это вес моего имени падает двор, и асфальт прогибается, чувствует норму. Авторитет — это молча держать удар. Когда все побежали, ты встал поперек им. Если жизнь — это рынок, я тут не товар, я цена, по которой решают итоги.